Приответили профессионалы. Сегодня у нас снова день эксперимента, который, возможно, даже перейдет в минутку вандализма. Ломай меня полностью. А все потому, что сегодня будем скрещивать двух монстров в дешевом, или правильно говорить, в бюджетном сегменте, и посмотрим, кто же из них выживет. В общем, будем давить до талого, так что не переключайтесь. Как видите, нахожусь я посреди чистого поля. Ну как чистого поля? Весенних кустов. Все потому, чтобы создать аутентичную атмосферу. И не для себя, но и, конечно, вам показать, что же можно сделать или исправить с помощью бэушного китайского генератора, находясь вот в такой обстановке, так сказать, на коленке посреди чистого поля. Вдали от цивилизации попробуем сделать с помощью генератора пару простых и примитивных вещей. То есть что-то отпилим и прихватим. Как говорится, ты мне сейчас прихвати, а я дома намертво проволокой примотаю. Ну а поскольку с утра я был на установке, то подключим к нему и несколько других приборов. Это две отрезных машинки, обыкновенный 50-литровый компрессор, пару УШМ. Ну и, конечно, два сварочных аппарата, которые я постоянно беру на установку. В общем, один из них и поборется за звание лучше вот с этим оранжевым монстром. Так, ладно, ребята, давайте немного предыстории. Буквально неделю назад я приобрел себе вот такой бэушный бензиновый генератор с пафосным названием Патриот, английской раскладкой и всего 2,5 киловатта вырабатываемой энергии. Как видите, внешне выглядит он вполне неплохо. Генераторы продают точно так же, как и машины. В объявлении было написано, что он не бит, не крашен. Использовался он мало. Но после того, как я уже заплатил деньги, старый владелец сказал, что не раз, не два, а пару раз, а это может быть и 30, пытался варить им электродом. Поскольку старый владелец, я так понимаю, уже 95% ресурсов вытыкал из него этими самыми своими электродами, к тому же тройкой, то я думаю, что он либо сдохнет сразу, конечно, будет немного жалко, либо он все-таки такой китайской сборки, что сможет выдержать хотя бы 50 или 60 ампер нагрузки на полуавтомате, чтобы можно было прихватить, присопливить или приколхозить хотя бы, вот у меня тут обрезочки от установки, хотя бы 2-миллиметровую профильную трубу к такой же 2-миллиметровой профильной трубе. Так что, возможно, ребята, я потеряю его сразу, и спонсором этого ролика будет моя тупость. Но чтобы этого не случилось, вернее как, случилось, но попозже, потянем время и пропустим его через горнило вот этого инструмента. Ладно, в принципе, масло мы проверили при покупке. Почему-то оно выше уровня, не знаю почему. Так, в принципе, смотрите, генератор выглядит вполне неплохо. Ну, вот эти цифры, 3500 при мощности 2,5 киловатта, не знаю, на чем они основаны. Это не вес, не объем, просто от балды написаны цифры. Что еще? Ну, чайник 2,2 киловатта он потянул. Это никак не реклама вот этого бренда, поэтому давайте сделаем, чтобы его не было видно. Говорю, внешка мне он нравится. Но он, говорит, долго стоял. Перед продажей по телефону мне клялись и божились, что он мало наработал, практически его пару раз включали и пользовались болгаркой. Но после покупки выяснилось, что и варили, и он давал его на фестиваль Вива Браслов, такой музыкальный фестиваль тут рядом у нас. И я так понимаю, что там он работал день и ночь. Что касается цены, то обошелся он мне в два раза дешевле. Так, сейчас, ребята, вас поставлю. Что касается цены, то обошелся он мне в 2 раза дешевле нового. Ровно в 2 раза. Бля. Заявлено 40 килограмм. Так. Опа. Так, подготовим наш тестируемый аппарат. Монтажку и самодельную пилу на базе 230-й Makita. Давайте попробуем запустить наш аппарат. Я, честно говоря, в ахрене. Запустился вообще как новый. Работает довольно тихо. Что, ребят, начинаем с болгарки. Это без проблем. Это тоже без проблем. Шутка. Резная пила Makita.
Если приглядеться, то можно увидеть, что она 2 киловатта. Пока все отлично. Ну а теперь попробуем вот этого монстра. А вот и первая фиаско, братан. 2,5 не хотят тянуть 2,5. Ну что, ребята, вы видели все сами. Подгазовка не помогла. Теперь горбатый! Я сказал горбатый! Так, парни, пока что 3-0 или 4-0 в пользу генератора. Вот тебе китайская херня. Ну и последний, самый трудный тест, ради чего в принципе все и затевалось, это у нас сварка. Я, ребят, не совсем дебил. Естественно, что ПТК я портить не буду сегодня. Вот с этим непонятным агрегатом. ПТК, во-первых, мне жалко. Во-вторых, завтра у него трудный день. Он будет целиком, целый день варить бытовку. Даже несмотря на то, что он пришел по какой-то левой схеме. И фактически бесплатно, то есть дадом, мне все равно его не хочу убивать. Но на этот случай, вернее на случай отказа какого-либо аппарата у меня всегда есть запасной. Вы его уже видели на канале. Валяется он в коробке от Вихря, постоянно ездит в обнимку со струбцинками. Так, это у нас мешок МиГ-205. Так, смотрите. Хорошая машинка. Многие говорили про клапан, который вот здесь выходит из строя. Не знаю, у меня пока что все держит. Хотя пользуюсь, честно говоря, не часто. Если надо куда-то забраться, видите, он небольшой, компактный по сравнению с ПТК мастером. Ну, конечно, это просто такой бюджетный аппарат. Но при этом варит. Так, смотрите еще, что я вам покажу. Перед тем, как кто-то умрет. Либо этот аппарат, либо обмотка вот на этом свежекупленном генераторе. Здесь у меня стоит проволока омедненная под газ. Поэтому сейчас я по-быстренькому с ПТК скидываю газовый шланг, переставляю сюда и попробую. Все, мешок готов к бою. Вот так. Ребята, не забываем открутить вентиль в баллоне. Кстати, максималка на этом малыше 205 ампер. Честный, вроде бы 205. Но мы выставим 60, поскольку у нас здесь стоит шлюзовая проволока, ставим на миг. Ребята, или мне кажется, он даже не дает обороты, либо не набирает, либо ему это как бы по барабану. Похоже, его немного перехвалили. Это переодену я все-таки перчатку, одену крабу. Так все руки уже попали до невозможности. В принципе, зря я, наверное, переодевал перчатку, потому что во время теста я только и делал левой рукой, что включал автомат. Итак, результат эксперимента показал, что генератор работает на холостых оборотах, и это ему вполне хватает, чтобы поддерживать силу тока в районе 60 ампер. А вот сратый автоматический выключатель, похоже, всего 10 амперный, поэтому периодически выключается. Если удалось разжечь, так сказать, даже проволоку 0,8, то дальше аппарат варит вполне неплохо. И мне даже удалось прогреть 4-миллиметровую стенку профильной трубы, правда, это не попало в кадр. Ну а полторашку-двойку варит вполне уверенно. Главное стартануть, чтобы не вырубило этот автоматический выключатель. Нет, ну полторашку ты приварил, это по-любому.
Так что я считаю, что пусть кратковременная, но сварка даже на таком дохлом генераторе вполне себе приемлемое дело. Как говорилось в одном фильме, жизнь заставит, не так раскорячишься. Ну что, парни, вот что получилось. Как говорится, как я уже и говорил, присопливить, приколхозить можно. Ну что, давайте подводить итоги. К несчастью для вас и к моей радости ничего, к сожалению, сегодня не сгорело. Генератор выдержал. Видите, мы да неплохо так навалили здесь. Да. И если бы, ребята, на этом сраном генераторе стоял бы другой автоматический выключатель, который бы выдерживал хотя бы 16 ампер, то, я думаю, сварочка бы пекла очень хорошо, но, скорее всего, что сгорела бы алюминиевая обмотка. Отсюда вывод. В принципе, если вы оказались в безвыходной ситуации, то такой способ сварки с помощью дешевого дешманского генератора, ну, можно рассматривать как последний шанс. И понятное дело, ребята, что чем выше производительность генератора, тем больше у вас шансов выбраться из непростой ситуации вдали от цивилизации. Ладно, сегодня, я думаю, все. Прямо руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья, мирного неба над головой. Не хворайте, ребята. Впереди еще много экспериментов. Прорвемся.